Хе-хе-хе, приветствую, дорогие друзья, приветствую вас на канале Алекс 404, посвященному активному образу жизни, а в частности таким вещам и направлениям, как велосипед, геокешинг, рисование, стритлифтинг, коллекционирование компакт-дисков и виниловых пластинок. Все на этом канале, друзья, но в основном он посвящен велосипедам, нифига. Речь толканул, аж запыхался. Короче, у нас стартовал отпуск, и Рузя сейчас вот это приезжают родственники, она с ними пойдет тусить, и, короче, я вчера прокатился, полтинник проехал, и сегодня вроде тоже хорошая погода намечается, в общем, я свободен и могу поехать, поэтому я решил сгонять в Штральзунг, вот здесь наш дом. Вот тут Штральзунг, до него 40 километров, туда-обратно 80, можно еще на Рюген заехать, вот это остров Рюген, вот это мост на него, и, короче, сотку накатить. Посмотрим, как получится. На всякий случай я еще выпишу координаты тайника какого-то в той области, в том районе, вот нажимаю «Искать в этой области». И на всякий случай координаты себе, вот сколько тайников вон там, видите, это радиус 30 километров. Сейчас мы возьмем парочку. Один вообще. Мне лень их искать. Я, честно говоря, просто хочу прокатиться на велосипеде. Не их искать. Мне интересно, как на этот остров попасть. Прора 2013. Что он там делает в Штральзунге? Ладно, давайте просто на Рюген я заеду, отмечусь, тайник найду и поеду обратно. Так, первый попавшийся на Рюгене, прямо на въезде в Рюген. Сложность 1,5 звезды, доступность 1,5 звезды. В общем, он мега легкий. Хинвайс, подсказок нету. Последнее время его находили. Вчера, раз, два, три человека вчера нашли, позавчера. В общем, его находят часто, он есть, он на месте. Здесь небольшая история в описании тайника. На месте я уже вам ее прочитаю. В общем, отлично. Копирую координаты. Линк. То бишь ссылку скидываю себе в WhatsApp. Чтобы там на месте поискать этот тайник. Вот так это происходит. Вот так мы ищем тайники. Я скидываю себе в WhatsApp адрес тайника в интернете. Вот еще можно, чтобы там не бэкать, не мэкать, долго не переводить. Уже сразу себе перевод организовать. Скопировать. Цак. И координаты. Это самое главное. Координатики. Цак. Ну все. Погнали. Посмотрел я ветра. Сейчас довольно-таки ветрено. Солнце. Сегодня солнце вышло. Температура обещает до 19 градусов сегодня. И сейчас еще ветрено. Вот, короче, у нас сейчас что? 12 часов. Это уже он показывает 19. Вот ситуация на 12 часов с ветрами. То есть ветер западный. И вот как раз вот мы здесь живем. А вот тут Штральзунг. Он как раз мне сейчас будет в спину. Им я поеду, а уже начиная с... Это что у нас, 17 часов? Ну, где-то так я там и буду. Он уже будет с моря, он уже более северный. Он уменьшится, вот судя по интенсивности, видите, стрелочек. Он уже меньше станет, и он будет с севера. То есть он мне будет боковой, когда я буду обратно ехать. Вот Штральзунг, он будет боковой. Слегка в лицо. А вот еще дальше, 21, он уже вообще уляжется. И даже мне чуть-чуть уже в спину опять будет. Ну, 21, я надеюсь, я уже дома буду. В общем, нормальная ситуация с ветрами. Сейчас он будет попутный. И потом на обратном пути он, во-первых, станет меньше. И, во-вторых, он просто будет боковой. Погнали!
В общем, я был только что в магазине, думал себе купить шоколадных батончиков, сникерсов с орехами. У нас тут в Netto дискаунте вообще-то сникерсы не продаются, я признаю только их. И остальные там, все, что есть в ассортименте в наличии, вот эти батончики шоколадные, во-первых, стоят сумасшедших денег. Там 4 евро, маленькая пачечка такая на один раз. И я такой что-то их перебирал, держал в руках, блин, что-то дорого, непонятно что, наешься вот какого-то шоколада непонятного. В общем, я такой, СТП. А вот же есть такая штука, типа подделка под нутеллу. Ну, вкусная фигня. Калорий-бомба, просто калорийная бомба. Углеводов здесь просто миллиард, миллионов. И стоит 2,50. Почти килограмм вот этой вот фигни 2,50. И на этой банкой, друзья, можно намазать вот таких упаковок тостерного хлеба штук 5, наверное. И каждый этот бутерброд будет иметь просто колоссальное количество калорий и углеводов. Именно это мне и нужно сейчас в дороге, потому что я с питанием как-то не очень хорошо подготавливаюсь и потом провисаю по калориям, по воде. Купил еще упаковку минеральной воды. Вода будет минеральная в качестве питья. И вот такие вот бутерброды, они сейчас еще по дороге пропитаются вот этой вот типа нутеллой. И это будет вкуснятина, углеводная, получше этих дурацких, непонятных, дорогущих батончиков шоколадных. Ловите, друзья, лайфхак, вот реально. Не выкидывайте деньги зря на ветер, почем зря. Вот этот тостерный хлеб, он углеводный, простые углеводы. То, что нужно в велоразе, в велопутешествии, в любом. И стоит вот эта история, вот это удовольствие просто даром, копейки. И даже если не хочется все время вот это сладкое жевать, я сейчас еще сделаю парочку с колбасой. И все. Бутылку водички с собой. И вуаля. Этот нож, наверное, уже не отмоется, как думаете. Смотрите, записывайте, потому что вы такого нигде не найдете в сети, в интернете, в YouTube. Вы будете постоянно тратить деньги на эти дорогие добавки, энергетики, непонятно что, изотоники, изотопики. Вот так вот берете колбаску, подрезаете, нутеллой намазываете, и будет вам счастье. Во-первых, да. Сохраните кучу денег. Во-вторых, спасете, что в холодильнике плохо лежит, пропадает. Это просто, идеальный рецепт. Просто. Вот смотрите, вот так вот сырок кладете. Еще вот если что-то там завалялось, раз тоже сверху накидываете. И все. И все. Не благодарите. Я ж все для вас стараюсь, понимаете? Как думаете, хватит мне столько? Думаю, хватит. Все, друзья, это была подготовка. Ну, собственно говоря. И поехали, погнали, правильно? Что это? Долго-то размусоливать. Цаки-цаки. Все, собрался, выехал, сел. Колесо пробито заднее, блять, опять заднее. Что за сука за хуйня такая? Обещал не материться, ман. Короче, поменял камеру, запаску взял. Наехал вчера на стекло. Я в шоке. Вытащил кусочек стекла только что с покрышки. И причем прикол, я знаю даже где это было. Вот здесь недалеко от дома. Перед этим же праздник был. 29-й. И эти пьяные подростки, они везде ходят, блин, и бьют бутылки. И я еще, когда туда ехал, я остановился, убрал все стекла
И обратно, видимо, нехорошо, не очень хорошо. Я их убрал все с дороги и налетел все равно. Охереть, просто это белое стекло, именно белое стекло я там не убирал. У меня сейчас такая вот, я еще прокладку купил, не было времени и возможности ее поставить. Сейчас попробую ее еще сверху поставить. Вовнутрь, то есть поставить. Ну вот как это вот сделать аккуратно, ума не привожу, потому что это все разлазится в разные стороны. В общем, буду сейчас пытаться. Одно испытаю, я вот такую шнягу купил, чтобы упаковывать покрышки нормально, потому что в эти колеса в современных велосипедах с высокими ободами, во-первых, их тяжело снимать и одевать, эти покрышки, но это еще полбеды. Но они потом, ты когда их ставишь на место, покрышку, она не распрямляется полностью. Ты хоть сколько бар накачай, я 6 бар качал, она нифига не становится на место. И это прямо проблема и бич, потому что у тебя она начинает бить, ну, неравномерно стоит. Покрышка не распрямляется. Вот такую шнягу специально я купил. Сейчас я прямо так обильно все смазываю обод и покрышку, чтобы при накачивании камеры внутри она распрямилась сразу для скольжения. Плюс я поставил вот эту прокладку, которую резинку купил. По идее, она должна быть сверху между покрышкой и камерой. Это вот такая прокладка резинка. Вот это прозрачная. Но прикол в том, что ты когда это упаковываешь, что камера, что эта прокладка, они болтаются и разлазятся в разные стороны. И я это все всунул в середину, но не факт, что, например, эта прокладка где-то сбоку не будет, или она же там в одном месте как бы два конца соединяются, и они могут там как-то вот так перекрутиться, скомкаться. В общем, это ты будешь ехать, и это все будет бить эта прокладка, потому что в одном месте будет толще. Короче, сейчас поэкспериментируем все. Ман, вот, и причем, когда я собрался далеко ехать, наготовил этих бутербродов, у меня начинаются сейчас вот эти траблы. Качаю. Смазал прокладку между камерой и покрышкой. Вроде бы поставил, не знаю, насколько она ровна. Плюс она еще чуть-чуть длиннее получилась, чем диаметр колеса. И в одном месте она будет нахлёст, получается. И там, по идее, должно быть толще. И это ты почувствуешь, когда будешь ехать, что ты скакать возможно. А возможно, я подумал, что камера накачается и, соответственно, чуть подрастянется все это. Надеюсь, станет на место. В общем, сейчас будем посмотреть. Плюс я еще залью в камеру вот эту жидкость которая вулканизирующую жидкость, которая, по идее, должна заделывать маленькие проколы. И в этой камере, которая только что пробилась, эта жидкость тоже была. Но, правда, там осколок стекла был такой прям огромный. Ну, как огромный, большой. То есть это там не заклеит никакая жидкость, поэтому да. Говорил, видите, хоть я ее и смазал, один хер, блин, вот здесь вот, видите, вот это расстояние, и вот там вот. То есть она вот здесь вот не выпрямилась. Хоть я и смазывал, сука. И это, блядь, походу у меня только одного такая проблема. Я на форуме велосипедном спрашивал, как это... Все такие, да там помажь каким-то жидким мылом, там, я не знаю, они вообще разбирали когда-то свои покрышки? Вот каждый раз такая вот фигня, и это нифига не типа оставь выровняться, нет, оно будет сутки стоять. Я сейчас почти 6 бар, вот много. Тут вот 5 бар можно качать, нужно качать ее, максимум до 5 бар. Я качаю 6, и ни хрена не выпрямляется. И это проблема, это колесо бьет, ты едешь, оно вот так вот бьет. Капец, сейчас я буду спускать и заново мазать это как-то. Проблема. Заливаю вулканизирующую жидкость. Вот так это шняга выглядит. Вот таким вот шприцом. Не уверен, что это что-то дает. Но раз уж купил, заливаю 125 миллилитров вот этой вулканизирующей жидкости, которая, по идее, от мелких проколов должна помогать. Я еще не выехал. Получается, если такая пьянка, то надо уже и цепь поменять. Потому что это уже подржавело. Такая уже поскрипывает. Поставил я колесо. Таки дох, эта штука работает, которая смазывает обод и покрышку работает. Выпрямилась покрышка.
С первого раза накачал я 6 бар и выпрямилась. Теперь поменяю цепь, потому что это вон уже после дождя. Вон она уже ржавчиной пошла. А у меня лежит вторая, уже проваксованная. Сейчас я ее поставлю. Я выезжал, я видел, что она подржавела. В целом еще можно 100 проехать. Но раз уже я здесь залип, то поменяю уже и цепь сразу. Я рассказывал уже много раз, я свяжу. В общем, я свои цепи ваксую в парафине, то есть варю в том геретике, в китайской штуке для растопки парафина. Вон там застывший парафин в ней. До 100 градусов довожу, до 120 даже. Варю цепь и езжу в 2 цепи. То есть я уже не засекаю количество километров, сколько я проеду, просто пока она не начнет ржаветь, скрипеть, я тогда ее снимаю и ставлю вторую цепь, ту, которая в данный момент у меня проваксованная, проваренная лежит и ждет этого часа. То есть, получается, я езжу в 2 цепи, каждые там 200-300 километров одеваю, чтобы они растягивались равномерно и чтобы трансмиссия стиралась, звездочки, кассеты равномерно стирались. Еще куплю 3-ю цепь и буду ездить в 3 цепи. Все, ставлю цепь и еду. Уже надоело. Долгие сборы терпеть не могу. Прикол, короче. Я выехал на часа 1,5, наверное, позже. Пока проделал все процедуры. Стопудово те стекла, которые я вчера убирал на дорожке, разгребал, я их и поймал в качестве благодарности. Потому что они недалеко возле дома. То есть я когда ехал туда, я их заметил, остановился, убрал, поехал дальше. А обратно я ехал уже с полной уверенностью, все чисто. Промчался, и там буквально, 200 метров до дома, и я и не почувствовал прокола. То есть, если бы это было дальше, я бы почувствовал бы. Офигеть, сейчас экстра. Остановился, все стекла убрал. А они такие мелкие, что их хрен все уберешь. Разве что только веником, которого у меня с собой не было. Ненавижу этих, уродов, которые бьют бутылки на дорожках, блядь. У меня прямо такая ненависть лютая. Я постоянно прокалываю эти колеса. Мне надо срочно купить жестче и грубее покрышки, потому что этого вообще никуда не годится. Уже с десяток проколов за полгода. Бездонная бочка. Деньги просто рекой. Все надо. Носить по-прежнему нечего. Сезон меняется, и ты такой, а у меня нету летних вещей. Сегодня заказал сменные шорты. Еще одни, не шорты, а такие трусы, унтерхозы. Для вот этих штанов. Получается, эти штаны я купил вместе с этими трусами, с прокладкой для велосипеда, с памперсом этим, чтобы офигенно удобно. Я вчера ездил, супер, просто доволен, класс. Но прикол в том, что в этих спортивных трусах с прокладкой и в этих штанах ты ездишь без обычных трусов. Соответственно, сами понимаете, это 2 раза прокатился или даже 1. И это все уже надо стирать. И я постирал вчера, и оно еще ни хрена не высохло сегодня. Я такой, поздравляю, надо сменные шорты. А это не простые, надо от этой фирмы, чтобы подходили. 35 евро, самые простые. Плюс доставка, итого 41 евро. Вчера я бутылку заказал, 2-ю, потому что с этой одной бутылкой далеко не уедешь. Надо еще 1 бутылка, что не с рюкзаком же ездить все время. 38 евро такая же бутылка точно, потому что мне это очень понравилось, офигенная бутылка. 38 евро. Что еще, Сейчас вот смотрю, выкручивать этот заводник нифиг плоскогубцами, оно коцает.
царапает его, не годится. Плюс плоскогубцы с собой не повозишь. Надо какой-то специальный ключик. Вот прямо надо себе записать. Надо купить специальный ключик какой-то, чтобы возить его с собой маленький. Что еще, блин? Да что-то бесконечно просто. Плюс сейчас вот я смотрю, мне это просто достало. Мне нужны новые покрышки, грубые. Тоже, блин, на 100 затянет, завесит это все удовольствие. Капец. И именно тогда, когда решишь собирать деньги, когда дашь себе слово больше на велосипед не тратить ни копейки, постоянно что-то надо. Посмотрим, докуда я сегодня доеду, потому что прикол в том, что я нашел это торчащее стеклышко в покрышке, которое пробило камеру. Я когда его доставал, я его колупал снаружи, и оно цак куда-то отвалилось, вывалилось, пропало. Я его не нашел. Как бы оно обратно куда-то туда в камеру не завалилось. В общем, я, разумеется, все проверил, протрусил. Ничего нету, блядь. Но факт в том, что я его не нашел. В этом шупин я позаметал, хотел сказать, попылесосил. Все позаметал, повыкидывал, блин. Один хрен, факт остается фактом. Нету, стеклышко пропало. И оно, конечно же, где-то со мной сейчас едет и ждет, пока я подальше отъеду, чтобы сообщить мне, что колесо надо менять по эту камеру. Факт. Постоянно стекла валяются, уже здесь пробивал 2 раза на этой дорожке. Так что это тоже не самое удачное направление. Есть такие направления, на которых, блин, часто пробиваешь, и на которых вообще ни разу. Короче, пока не забыл. Что я хотел сказать, пока не забыл, потому что я уже забыл. Новости 2. Я заметил, пишет сейчас, не пишет. Мне в какой-то момент надо камеру снять и посмотреть, потому что сзади монитор, когда я нажимаю, включаю камеру, то он загорается. А когда она висит у меня на шее, я, пользуюсь принципом включил, что-то поговорил, снял, нажал на кнопку, выключил. То есть я считаю, сколько раз включил, сколько раз выключил. Но иногда я забалтываюсь и не помню, она сейчас, я ее выключал, я ее включал, и я так иногда нажимаю, то есть она висит на груди, я просто кнопку, не видя ничего, нажимаю. Тут есть красная лампочка, но ее ни хера не видно, когда солнце. И для этого мне надо сделать такое контрольное выключение, остановиться, снять, включить, выключить. О, сейчас выключил и дальше включил, выключил. Короче. Новостей 2. Во-первых, в Страве я сегодня заметил, что мне чувак там в личке, я никогда в личку там в Страве ни с кем никак не переписывался и даже знать не знал, что она там есть. Личные сообщения. Я смотрю, мигает, опа, какой-то немец, какой-то чувак, какой-то Кай такой, как насчет вступить в нашу Рыбницкую, ну это мой город так называется, Рыбниц-Дамгартен, велогруппу, как-то она там, как это называется, там как-то креативно они там скреативили. И даже не в группу, а типа как насчет того ты смотришь, чтобы присоединиться вот в такому даже не мероприятию, а типа Радельн, что-то, блин, я так и не понял, что это. Вот в этом вся загвоздка, что я не понял, что это. Мероприятие, эвент, группа, чат, что, канал, где, кто. Типа как насчет присоединиться и название бля-бля-бля, вот такое. Я понял, что это какой-то эвент, какое-то событие, какая-то покатуха, мероприятие. У меня опыта в таких совместных покатухах нету вообще. И все, что я езжу, это с Ирой. Один раз я с Костяном ездил, все. Обычно я езжу один. Но я вообще не против и даже очень хочу с кем-то ездить периодически. Не на постоянке, но периодически. Было бы интересно с кем-то общаться по интересам. Ну и короче, я так понял для себя, что это он меня приглашает на какой-то заезд, соревнование, хуй его знает. Короче, я ему пишу, чтобы он понимал, с кем имеет дело. Типа, спасибо за приглашение, актуально ли еще приглашение это, потому что там я через 5 дней заметил, что он мне отправил. И я хотел бы сказать, что я езжу не быстро, это раз. Во-вторых,
я езжу без шлема. Потому что... И в-третьих, что типа мой немецкий так себе, типа. Чтобы они как бы, если они меня куда-то зовут, они имели понятие, понимание, кого и куда они зовут. А то я приеду, они все расфуфыренные в этих своих стречевых колготках, в шлемах. Все подобрано в тон. Носочки, туфельки, все одного цвета, велосипед обязательно должен совпадать. Все это, блин, дорого-богато. И я, блин, колхозник, в чем попало. Все в разнобой, в наушниках. Никакого нахрен шлема, разумеется. Горяло говорящий по-немецки. Они такие, блядь, а это что за явление природы здесь? И как бы, чтобы они понимали, о чем идет речь, и потом не удивлялись или не прятались от меня, не убегали. Хотя я подозреваю, что они имеют представление, потому что я страву веду тоже интенсивно, и у меня там куча фотографий, куча моих заездов. Вот, написал, отправил, сегодня смотрю, блин, а думаю, а вдруг он меня ни на какое-нибудь мероприятие зовет, а просто вступить в группу, которая есть в Страве тоже. А я ему такой памфлет. В общем, какой-то немножко пайнлик. Как-то стыдно, маловато получилось. Ну, хрен с ним. Вот. И я посмотрел этого каяк, его результаты, зашел на страницу. Ну, что вам сказать? Он помедленнее ездит, чем я. Так что в этом плане я зря скромничал. Ну, один фиг, если они ездят 30 км в час, мне за ними не угнаться. И даже 24-25 для меня уже хорошо, быстро, и я не всегда так езжу. Ну, посмотрел, он там ездит до 20-21, это у него потолок. Ну, вот такая вот история приключилась. Посмотрим, что он ответит ли вообще. Я бы задумался на его месте. Ну, интересно, уже прикольно, что есть любители велоспорта в моем городишке маленьком. Во-вторых, будет интересно с ними пересечься, покататься. И особенно хорошо, что это немцы. Я прямо именно с немцами и хочу. Хотя, ну, они больше, конечно, толерантны и компромиссные в плане того, что я, типа, ну, без шлема. Ну, они просто вообще не представляют себе, как можно ездить без шлема. Начнем с этого. Это типа, блин, сумасшедший русский. Ну, я ничего не имею против шлема, но вот с такими скоростями, с которыми я сейчас езжу, он нахрен не нужен. Если я когда куплю шоссейник себе и буду ездить по 30, тогда обещаю, я куплю шлем. А сейчас пока что вот эти скорости, там 25 км в час, это ни о чем. И вторая офигенная новость. Я сегодня заказал билеты на концерт группы Викаме As Romance. Американская группа, которая, я не знаю, наверное, начала уже свое турне по Европе, или может даже по всему миру. У них то что-то концертов миллион. И они будут в Германии, в Кёльне, в Гамбурге и в Берлине. В Гамбурге 3 октября, в Берлине 5. В общем, я купил 2 билета. Это мой первый, наверное, серьезный концерт. До этого были там всякие русские концерты. Собственно говоря, в Германии я был только один раз в Эссене, 20 лет назад, 15, на русском рок-концерте. А было офигенно, были самые вот классные группы наши, там Наутилус, по-моему, Пикник, ДДТ. Супер. Но это все не то. Вот такого масштаба. И я вот что удивился, билет один стоит 48 евро, прикиньте. На каких-то, блядь, басковых, хуясковых и компания, Киркоров там, я не знаю, блядь, кто там, Дима Хуян, там, блядь, дешевле, чем 100 евро билета, цен не бывает. А здесь группа такого мирового класса, 48 евро. Я посмотрел, короче, билет, цена доступная. Время 3 октября, везде выходной, это пятница, выходной, потому что это день объединения Германии. Альта Шведа, все подходит. Я предложил Эмили, и она согласилась.
И, короче, я купил, заказал 2 билета, и они придут по почте, прямо в бумажном виде. Причем там коллекционные билеты тоже, что прикольно, что не само собой разумеющееся. В общем, я в предвкушении. До Гамбурга план такой, я поеду на машине за Эмили. И потом мы оттуда поедем в Гамбург. Концерт начинается в 8 часов, я выходной. То есть вообще Ганс и Шпан, приедем там, правда, я уже приеду под утро. Ну ничего страшного, домой. В общем, до Эмили мне там 220 километров, или даже 200, а Гамбург от нее недалеко. И, в общем, получится там где-то 260-270 километров до концерта. Все вот ништяк, все сходится. Лишь бы Эмили, конечно, не передумала, не спрыгнула. Я в ней, конечно, вообще не уверен. И на этот случай я купил страховку. Там не знаю, как это будет работать и будет ли вообще. За 4,90, по-моему, можно купить страховку, если у тебя такой ферзихеринг, если у тебя не получается приехать на концерт, ты можешь типа получить все деньги обратно. Ну посмотрим, блин. Наверняка это типа, знаете, как страховка. Покажи справку, что ты умираешь, что у тебя температура 100. Какой-то там серьезный должен быть повод. А типа Эмили не хочет, Эмили в комнате не поубирала. Там, наверное, не прокатит. Ну 4,90, камон. Пусть будет на всякий случай. Это раз. Во-вторых, я смотрел там с отелем, переночевать там. Блин, ну тоже доступно. Если бы я был с Ирой, я ей предлагал, но вообще это не ее случай, не ее музыка, и никакие ковришки, никакие отели ее не соблазнили. А так с отелем там получается 100 с чем-то евро, буквально вот просто 105 евро что ли. И, то есть билет полтинник и полтинник отель по факту. И в этот ходит переночевать и еще позавтракать в отеле с утра. И потом прямо поехать домой на изи. Ну ладно, сэкономлю 100. Нам с Эмили там что там ночевать. Ломанемся домой. Вот такие вот новости, друзья. Все, еду, сейчас потрогаю колесо, не спускает ли. Ну и еду. Вчера такая скорость неплохая получилась. Вообще интересный день такой был. Я потренил дома. Ира работала. Я сам себе на уме дома. Сделал свою силовую тренировку. Надо понимать, что уже в возрасте мне, как правило, надо потом отлежаться, как-то отдохнуть. А я недолго думая спрыгнул на велосипед сразу после тренировки. И щеманулся. И проехал почти полтинник, там 46 километров. И скорость такая 24,2 средняя. Блин, неплохо, учитывая то, в каком я состоянии был, какой ветер вчера был сумасшедший. Он, правда, боковой, но временами был и в лицо. И вообще офигенная скорость для меня, для полтинника, для такой погоды. Ну, в общем, я доволен. Знаете, что, какой вывод? Потому что я вообще не брал с собой камеру и не отвлекался на болтовню. Просто врубил наушники, музыку на всю и дал газу. И вот эта вот камера, вот когда снимаешь, болтаешь, ты сбиваешь дыхание, отвлекаешься, и уже не те скоростя получаются. Я собираюсь через неделю, как мы приедем с Баден-Бадена, щемануться на велосипеде в Шверин. То есть там получится туда-обратно 270 километров. Но для этого, по-моему, мне бы не помешали новые покрышки. Потому что на этих, ну, блин, они слишком тонкие, слишком нежные, пробиваются слишком часто. Но походу я уже не успею, да и я уже денег уже, просто уже рука не поднимается что-либо заказывать. Хотя бы заднюю, может быть, почему-то именно только задняя пробивается. Катастрофа. Дорожка, вроде бы дорожка велосипедная есть, но, блин, корни деревьев, которые прямо у дорожки растут, сделали из этой дорожки просто зубодробилку. Что-то походу я сегодня не доеду. Вернее, я бы доехал, но просто я как-то не рассчитывал на такой отрезок. Получается, 15 километров проехал и еще 45-60 километров до цели. 120 всего получится. Это для таких
расстоянии надо рано утром выезжать. А я выехал уже, блин, в 3 часа дня до ночи кататься. Я вообще не против, но такие вещи надо более серьезно планировать. Остановился поменять наушники, потому что в этих наушниках жарко. И вообще раздеться. Заодно решил похавать. Бросил велосипед, потому что у меня все еще без подножки. И сейчас вижу, что в таком положении протекает бутылка. Не есть хорошо. То есть ты его всегда бросаешь, потому что он без подставки. Бутылка течет. А я вторую такую заказал. Тут где-то в деревне проходит какой-то ивент, наверное, айншуринг. Когда дети в школу идут первый класс первый раз. Или, в принципе, в конце мая. Конечно, когда я включил камеру, он перестал орать. То есть только что кто-то орал в микрофон, поддерживая типа ком. Ну там какие-то соревнования походу проходят. Причем здесь айшуринг, причем здесь школа. Там просто какие-то соревнования проходят. А сейчас он не орет. Вот тот случай, когда, блин, кнопки клацаешь, и вот сейчас я болтал, ни хера не записал, потому что, блин, было выключено. В общем, слышите, вон там на заднем фоне какие-то соревнования где-то проходят. В общем, план такой, что 120 километров я сегодня не проеду, не буду ехать, потому что надо к этому быть готовым, заранее готовиться, даже в том числе ментально надо быть к этому готовым. А я вообще столько не планировал ехать, а планировал максимум 80, поэтому я пожру все свои бутерброды и поеду обратно. Такой вот план. Велосипед валяется. Не удивлюсь, даже колесо накачано. Не. Ну, в принципе, он еще нормальный. Посмотреть. Сиденье почему-то отдельно. Вот так он. Не старый, все на месте. Я имел в виду не сразу сожгу бутерброды, разумеется, покатаю. Ну так, полтинник может. Не больше. Немецкий марш на заднем фоне. Ничего не напоминает. Сколько здесь живешь, ты думаешь, блин, типа, это фашистские какие-то гимны. А нет, это просто немецкий какой-то там народный. И как бы, ну, то есть это как, я не знаю, запретить, например, у нас там калинку-малинку, потому что ее пели, например, во время войны. Ну или сейчас там что, люди поют, запретить это потом, потому что это было тоже во время войны агрессоров и оккупантов. Песня. И тут же вон висит, кстати, вот этот русский флаг. Я уже прошлой покатухе позапрошлой показывал. Вот такой вот диссонанс. Я еще еду вперед. Ненавижу брусчатку, лучше уже что угодно, но брусчатка на гревеле просто, мне кажется, что он сейчас рассыпется вместе со мной. Так, ну тут прямо все еще. Как? Что здесь происходит? Что-то как-то подозрительно звук идет от педалей. Неправильно пропустил или что? Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Хера себе. Не через звездочку идет. Я так проехал. Придурок. Как он вообще ехал? Нормальный ход. Такой первый раз. Это что за номера? Да очки одеть, ни хера не вижу. Такого еще не видел.
Серьезно? Как он вообще ехал? Не через звездочку было, блин, пропущена цепь. Он скрипит. Что такое? Так, ну сейчас очки одеть. Вот я придурок. В какой момент спала эта цепь с этого ролика? Вот все нормально. Как я вообще ехал? Охереть. Это же может просто, блин, убить трансмиссию. Так если есть, что я смотрю, там какие-то зубья, он подозрительно стертый. Это я их не сейчас стер. Часом. Не, ну ладно, я не проехал-то немного. Я надеюсь, что я не с самого дома так еду. Хотя похоже на то. Он проехал километров 25. Ладно. Пакуется. Как он вообще туда попал? С другой стороны, это хорошо, что ничего такого. Я думал, педали, блин, уже это надо смазывать. Ты года не пришел велосипеду или что-то. Что случилось, что он скрипит? Это просто он цепь не так было заправлено. Но я скажу, запас прочности у этих велосипедов будет здоров. То есть на каком-то обычном велосипеде попробуй пусти не так цепь. Ты хрен куда проедешь. А этот фигачит. 31 километр я проехал. Вот, конечно, как начнет все шифтить, то вот прямо тогда все уже. Сейчас выяснится, что пауэрбанк не заряженный, когда начнет хэнди телефон садиться. Что там, какие еще слабые места? Вода закончится. О, блин, так-то ехать намного приятнее. Офигеть. А я херачу, у меня цепь просто. Не через ролики. Красавчик. Ну, так-то, ну, блин, полегче будет. Ненавижу по дорогам ездить, а другого пути здесь нет. Смотри, он опять скрипит. Что за нахер? Такой был скрип с педали. Помимо этого еще была цепь не заправлена за ролики. Через ролики. Так еще и педали скрипят. Соберите у них мотоциклы, отмените. Это неправильно. Либо опять цепь спрыгнула. Надо, блин, разбирать педали, смазывать. Никуда не годится. Они скрипят собаки. Что там ролики за шарики? Нормально сейчас? Шарики за ролики я пропустил. Че ты скрипишь, что тебе не нравится? Как-то странно выглядит. Я, блядь, действительно не так пропустил цепь, что ли? Я, по-моему, не так пропустил цепь. Хотя как еще можно? Может, вот она здесь входит. Не, ну по-другому как, блин? Почему она вот так в таком положении? Она должна как-то вот так чуть-чуть быть. Не, ну понятно, что не самая маленькая скорость. Вот что это за скрип, а? Не сходит из-под педали. Надо разбирать, смазывать. Не нравится мне это. Прикольно. Этот звук исходит от контактов
То есть я сейчас вот вытащил контакты из педалей и тишина. То есть вот этот скрип от контакта, видимо, надо их или подкрутить, или что. Ну вот есть минимальный какой-то звук, но это как бы скорее цепь, наверное. А вот сейчас я вставлю контакты. Слушайте. Да ничего нет. Комиш. Что это вообще такое? Какой-то с одной стороны есть небольшой звук. Ничего не пойму. Вот он. Появился. Скрип. По дороге надо километров 20 ехать. Наверное. Левый контакт. То есть я попробовал по очереди вытаскивать и ехать без сцепки. Правый нормально, а левый скрипит. Почему? Вроде так, вроде жестко. Мог путешествовать с сумкой. Не так как я налегке. Алло. Ну, не до меня. Поля, поля, поля. Красота. Усадьба, нифига. Я здесь, конечно, уже был, но все равно прикольно. Так. Nach links abbiegen, Куда-то um auf я Dorfplatz zu свернул не bleiben. туда. Dann links abbiegen auf Hauptstraße. Я поехал по огороду. Links abbiegen auf Hauptstraße, dann rechts abbiegen auf Kleinen Ortshagen. Ах, какая яхта. Rechts Класс. abbiegen auf Kleinen Ortshagen. Den Streckenverlauf. Огородами не помню, что я в штрафник ехал, ездил вот так вот прямо такими огородами. Нравится. Тут уже я точно не ездил. Тут уже далековато от дома я забрел. Так, здесь налево. Собственно говоря, дорога только налево идет. Кстати, можно назвать дорогу. Алло. Где нормальная дорога? Конечно, прикольно, ветер почти улегся. Температура градусов 18-19. Что-нибудь катайся здесь.
Кататься не хочу. Так, блин, мне нравится, что дорога закончилась. Совсем. Мне еще час до цели. Блядь. Блядь. Я обещал не материться. Сам себе. Блин. Что забыл гадать, а? Посмотрите. До цели еще 14 километров. Я уже, наверное, таки дух доеду до цели. Посмотрите, как я просто еду полями. Какая здесь красота. Офигеть. Сегодня 31 мая. Завтра начало лета. Хорошо. Хорошо. О. Сейчас вот просто вот в эту пшеницу эту упасть. Надо сделать паузу. Сейчас съем бутер. Бутер съем, попью водички. И поеду уже, доеду до конца. А что уже? Раз начал, правильно? Что на голове? Хорошо. Блин. Никого. Видите эту красоту, не? Кайф. Это кайф. Кто-нибудь есть. Конечно, никого не придет на эту серию. Сухие. Надо было на 2 намазать. Кайфы. Надо поваляться, полежать. Чего я не взял селфи-палку? Сейчас куплю.
Городишко здесь. Интересно. Цели. 200 Блядь, Metern. да ладно. Штральзунд. Я доехал до Штральзунда. Фига себе. Вот это поворот. Неожиданно. Еще до цели 35 минут. Там еще хорошо по Рюгену, наверное, надо будет ехать. Или что? Я уже в Штральзунде. Вообще не планировал до него доехать. Вот до тайника, то это получится самый дальний тайник, который я искал. То есть я ездил и 100 километров, и 150, и даже 200 много раз, но ни разу при этом не искал геотайники. А сейчас так, чтобы прямо в одну сторону до тайника было 60 километров, такого еще ни разу не было. Так что посмотрим, если я доеду, все-таки это будет самый дальний тайник. Прекрасно. Я как-то сдружился с этим велосипедом, сроднился. Сначала мне было как-то тяжело, непривычно, неудобно. А сейчас мне прям вот так на езде на нем так хорошо. Мне кажется, я могу сотку вообще без напряга на нем зажимануть, давануть. Фак, что за херня, блин? Мне навигатор теперь показывает в обратную сторону ехать. Типа еще до цели сколько? 72 километра? 7,2 километра. Ну, показывает в обратную сторону ехать. Я только оттуда приехал. Чувак за мной стоит за спиной с велосипедом и с пивом. У него какая-то музычка там играет. И он, короче, такой... Знаете, такой щит какой-то электрический или какой вот стоит на улице, который... И он такой облюбовал его. Блядский навигатор. Dem Straßenverlauf vom Все правильно. 800 Meter folgen. Такой стоит там себе, отдыхает. Такой этот... Вот типичный случай, видели? Чувак едет и смотрит такой вот прямо в глаза. То, что я рассказывал, что терпеть не могу. Такой прямо вот голову прямо поворачивает, такой еще серьезным лицом, как будто сейчас он, я не знаю, нападет на меня сейчас такой, блядь. Такой, блядь, это мой район, блядь. Ты че, блядь, что? Ты откуда, блядь? Ты кто? Вот так вот немцы ездят на велосипедах и пристально смотрят тебе в глаза, еще голову поворачивают за тобой. Что это за болезнь такая? Я не знаю. Я стараюсь не обращать внимания, но иногда меня это задалбывает. Я начинаю в ответ смотреть пристально в глаза и поворачивать так же само в голову свою, и еще вслед смотреть. И это их вообще просто вот... Они просто вот такие, типа, блядь, что, блядь, это агрессия, хотя, когда ты, долбоеб, смотришь в глаза, это нормально, но если я ему в ответ смотрю в глаза, он уже тогда, блядь, он просто уже, мне тогда кажется, что они просто сейчас упадут с этого велосипеда своего, на чем они там ездят, да, халю. Это немецкая хуйня, которая, ну, сейчас я уже, конечно, с юмором к этому отношусь, это какая-то болезнь. Ездили вот вчера или позавчера-то за тайником. И мы едем такие на велосипедах, остановились на перекрестке. Это было 29-го, вот на праздник, по-моему, прямо. И едет такая толпа каких-то на мопедах. Они вот любят тут такие вот тусовки на мопедах, на старых мопедах. Все с такими пузанами, все такие... тем, которым, знаете, велосипед и мотоцикл уже никак не залезть на него, они как-то находят общий язык с мопедами такими, пузаны, как правило. И их человек 20. И мы стоим на перекрестке, значит, что пропускаем. Они, вот эта банда вся выезжает, поворачивает возле нас. Поворачивает. Все едут, а один... Жалко, у меня камера была выключена. Вот реально. Просто вот, представьте, 20 человек едет.
Ну, все, тут они поворачивают, они делают маневр. Им не до рассматривания чего-либо. А один из этих всех долбоёб такой, ну, в каком-то шлеме, блядь. Rechts abbiegen auf Они... Martinsgarten. Так я не туда, я заговорился. И один из этой банды вот такой на нас, вместо того, чтобы смотреть под ноги, куда он едет. Вот мы стоим просто, мы пропускаем. Он так пристально на меня смотрит, поворачивает свой мопед. И на меня при этом так вот пристально мне смотрит в глаза. Nach 150 Metern weiter auf Jungfernstieg. Я думал, он наебнется, вот реально. А я в это время, ну, я как бы не еду, я стою и могу как бы ему поворачивать. Мне похрен, сейчас наебнется, тем лучше. И тоже, в свою очередь, смотрю ему пристально в глаза. Так он прямо повернул, еще вот так вот с головой повернутой ехал в своем мопеде. Блядь, этот цирк. И камера была выключена, и Ира не видела. Я не знаю, почему так происходит. Я так подозреваю, что это связано с моим каким-то лицом. Ну, короче, какая-то такая сгадка для Nach меня. 400 Metern links Так, abbiegen чтобы auf к самому Tripseder. городу мне вообще не прикалывает ехать. Самый-самый центр, прямо Штальфинга. Короче, когда местность незнакомая, то выбирать не приходится. Едешь так, как тебя ведет навигатор. А он ведет через самый центр. Вон Банхоф, вокзал. Links abbiegen auf Tripserdamm. Я бы купил какую-то плюшку себе. Я остановился поменять батарею в GoPro в экшн камере. Как вам вид, друзья? А? Есть здесь еще один бутерброд. И купить что-то купить. Дело в том, что я, мне нельзя заходить в магазин. Я могу только купить прямо на улице. Потому что у меня замочек есть, но он такой еще тоненький, просто вот в поле зрения, если привязывать. В общем, я боюсь на него привязывать и заходить в магазины. Поэтому если что-то покупать, хавать, только только то, что продается на улице. Красные. У меня обе батареи разряжены. Все, короче. Единственное, что мне хватит, может пару секунд записать, когда я уже сам тайник найду, к сожалению. Вот это под очки, под кепку в глаза, блин, задолбал. Короче, вот классический случай, типичный, вот, когда что-то обязательно окажется разряженным, не заряженным. Вот сейчас второй это аккумулятор от Action Cam. Я его всегда держу заряженным, как запасной, полностью разряжен. Как? Почему это произошло? При каких обстоятельствах? По чуть-чуть. Ну, смотрите, какой пропеллер охеренный. Так, к мосту, вон он, мне надо как-то на него заехать. Далее. Красавица. Идет новый мост, ну как новый, я сколько здесь живу, он стоит, но он новый, а я должен поехать по старому мосту. И вот я на него заезжаю. Ну, видите, мост сейчас поднимается. Прямо красный цвет светофора. Короче, народ, подстава, блин. В какой-то век я такого никогда не видел. Сколько я езжу, сколько я здесь живу, сколько я езжу. Ни разу я так не попадал на это. Смотрите, мост поднимается на рейд. И вон теперь были с той стороны. И получилось сначала слева, потом справа. Прикольно. Что это?
снимаю забор. Так вот лучше. Они там проплывают. Ну да, у них мачты-то высокие, блин. Надо мост открывать. Вот их с десяток туда, с десяток обратно. Люди вон плавают. Офигеть. Прикольно. Майн год. Ни черта не слышно. Офигеть, как неудобно снимать телефоном. В общем, я еду по мосту. Заезжаю на Рюген. Сказать больше к этому нечего. Кроме того, что до тайника осталось буквально 3 километра. Получится всего 60 километров в одну сторону, туда-обратно 120. На обратной дороге я уже особо снимать ничего не буду. Сейчас только еще сам тайник поснимаю. Ну и, собственно говоря, все. Совсем потихоньку буду прощаться. Ха-ха-ха. Приехал, друзья. Добрался я таки до геотайника. Вот уже не думал. Смотрите, какой прекрасный вид. Вон виден мост. Вон там сзади виден мост. И где-то здесь должен быть тайник, друзья. Ну что, давайте его поищем. Что у нас тут? Лампа заднего. Задняя тоже села. Чтобы он потихоньку начинает все садиться и отказывать потихоньку. А вот и тайник, друзья. Я нашел его. Та-да, та-та-да. Все, заполнил. Алексей Ирина, 35 мая 2025 года. Все. Это был наш 178-й тайник. Пакую обратно. И, собственно говоря, все. Лайкайте, друзья, лайкайте. Подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Ладно, это было немного грубовато. Типа лайкайте, да. Не надо лайкать, как хотите. Вернее, хотите лайкайте, хотите не лайкайте. Я не выпрашиваю эти лайки дурацкие. Все добровольно сугубо. Поэтому все абсолютно добровольно. Вон ребята помчались тоже. У одного розы велосипед, как у меня, прикольно. Но у них эти МТБшки. Все, до связи. Сейчас я еще с дома, может, что-то рассказываю. Ну, может, что-то по дороге еще поснимаю. Хотя нет, телефоном так неудобно снимать, караул. Все, мост красивый. Так, пакую телефон, потому что здесь можно без него остаться. Сейчас вылетит куда-то, на дорогу или в воду. Да, лошадки. Мимо проехать не могу. Да, любопытные. Вы лошадки красивые, да? Красивые. Что за создания такие грациозные, а? Удивительно. Красивый. Комаров здесь. Все, лошадки, поехал я. Мне еще осталось 30 километров до дома. Пока. Не, ну как это вообще? Посмотрите, какая смотровая вышка. Я никогда этой дорогой не ездил в Штральзунг. И даже не знал о существовании. Здесь вот поля. Я езжу по полям. Причем ни машин, асфальтированные дороги. Альтишведа, я там блукал с той стороны Б105. А с этой прямо красота. Но я не могу не залезть на нее. Посмотрите. Я просто обязан залезть на нее. Я только не знаю, пристегивать велосипед или нет. Потому что я явно не успею оттуда сверху сбежать, если его кто-то уведет. Ах, не пристегнул. Блин, здесь такая глушь, посмотрите. Кто вообще? Кто его украдет? Здесь тишь да благодать. Короче, я еду домой с Рюгена, с острова Рюген.
И в сумме получится где-то 115 километров. Вот я уже и хромаю. Короче, я сейчас проехал. Сейчас осталось километров 25. Километров 90 проехал. Альтешведа. Я не могу нарадоваться прям этой красотой. Что здесь происходит в этих мекленбургских полях. Блин, здесь красиво, а? И никого. Так, где рыбница? Его еще даже не видно. Мне до него еще пилить. О, это благодать. Я бы здесь прямо сейчас залип. Прямо полежал бы. Но надо ехать, потому что как-то уже все это я долго. Хорошо. Это вот эти поля. Бескрайние поля. Все такое ухоженное. Все такое красивое. Блин, у нас, конечно, благодатный край. Вот эта земля наша Мекленбург-Форпомен немецкая, это благодатный край. Но. Где-то там, по идее, должен быть мой город. Фигня, осталось 25 километров. Все, друзья, это, наверное, уже последняя точка. Остановка перед домом. Больше ничего записывать не буду. Последняя это остановка перед домом. Записывать больше ничего не буду. 90 километров проехал. В сумме получится 115. 178 тайник нашел. 178 на Рюгене острове отметился. В общем, отпуск начался шикарно. Я доволен. У меня еще остался один бутерброд. Сейчас я его доем. Через 20 минут я такая поставил себе такое не задачу, а забыл слово. Короче, цель, да не цель тоже. В общем, за час до дома съесть последний бутерброд, выпить предпоследнюю воду, еще чуть-чуть оставить, чтобы еще за полчаса до дома ее попить. И все, типа и краями больше не есть, не пить нечего. И не буду, и уже дома буду. Короче, через 20 минут сейчас сделаю привал, поем свой бутерброд. Хотя, наверное, сейчас его надо уже съесть. И уже больше вообще не останавливаться, да. Съем бутерброд еще с дома. Выйду в эфир, как я помечаю, что я нашел тайник. Благодарю того, кто его создал, спрятал, организовал этого человека. Потому что это все на благотворительных таких основах. Люди за это вообще абсолютно ничего не имеют. Но они ухаживают за этими тайниками. То есть смотрят, книжечки новые заводят, смотрят там, чтобы не пропал, не намок от дождя. Прячут, перепрячивают. В общем, занимаются. И это все просто на абсолютно... Блин, когда устаешь, уже не помнишь этих всех слов русских. Абсолютно бескорыстно. То есть абсолютно... Фрайвилли, господи, как эти слова называются? Скажите мне. Я сейчас захомячу бутербродишку последнюю с нутеллой, вот это вот. И все, краями. Все, друзья, до встречи еще раз дома. И все, и краями, вообще, и все, и краями. Ставьте лайкосы. Пока-пока.
Все, друзья, проехал я этот велотур. Нашел я тайник, 178 тайник. Получилось 115 километров всего. И с неплохой средней скоростью, кстати, к слову сказать, 21,9 километров в час. На таких расстояниях, таких скоростей средних у меня еще не было. Я удивлен, хотя я быстро не ехал. 22 километра в час, 115 расстояние. Для меня это очень даже неплохо. Окей, отмечаю найден. Говорю спасибо. Так. И, друзья, до новых встреч. Пока-пока.